Однажды лесник Федор стал свидетелем того, во что раньше бы не поверил. Поднявшись на охотничью вышку, он наблюдал за лесом. Нужно было пересчитать стадо диких кабанов. В тот год ожидался настоящий приплод, поэтому отстрел отменили. Кабаны близко к человеку не подходят, потому Федор терпеливо ждал наверху. Вдруг раздался топот, но это были не кабаны, слух его никогда не подводил. Из-за деревьев показалась стая волков, а рядом с ними — лошадь. Федор даже выпрямился от изумления. Лошадь среди волков, такого он еще не видел. Тогда он вспомнил старую историю. Несколько лет назад в соседней деревне пропала кобыла. Позже ее нашли в лесу. Она лежала на траве и согревала маленьких волчат. Их мать, вероятно, погибла. Хозяин пытался вернуть лошадь домой, но она снова и снова убегала в лес. В конце концов он сдался. Зимой кобыла так и не вернулась. С тех пор ходили слухи, что она живет с волками. Федор скептически относился к этим рассказам, пока сам не увидел необычную стаю. Лошадь бежала вместе с волками, словно была одной из них. Прошел год. Лесник иногда замечал следы, копыта рядом с волчьими лапами. Однажды он вышел по ним к реке. На берегу мирно паслась лошадь, неподалеку отдыхали волки. Ни тревоги, ни агрессии. Один из волков подошел к кобыле, ткнулся мордой, она фыркнула в ответ, все выглядело по-дружески. Сделав снимки, Федор заметил: лошадь беременна. Это его встревожило. Он стал чаще следить за необычной семьей. Однажды он услышал стоны и понял — начались роды. Забравшись на дерево, Федор увидел, что кобыла лежит на боку, но жеребенок не появляется. Она была уже не молода, роды давались тяжело. И тогда произошло невероятное. Волки осторожно приблизились и стали помогать, тянули, упираясь лапами. Наконец, жеребенок появился на свет. Кобыла облегченно выдохнула и замерла. Федор замер от страха. Что будет с малышом? Но волки не причинили ему вреда. Напротив, стали вылизывать его, будто принимая в стаю. Через некоторое время жеребенок попытался подняться. Федор ушел, решив не вмешиваться. Но вечером его ждал еще один шок. У порога дома стояли волки, а рядом маленький жеребенок. Лошади не было. Малыш осторожно подошел к леснику и прижался к нему. Волки отступили. Федор понял, кобыла умерла, а волки привели детеныша к человеку, потому что сами выкормить его не могли. Утром он убедился в худшем. Лошадь лежала там же, где рожала. Федор похоронил ее на любимом пастбище. Теперь его заботой стал жеребенок. Прошел год, он вырос в крепкого молодого коня, а волки исчезли. Весной в округе объявились браконьеры, и Федор подозревал, что стая погибла. Однажды, объезжая лес верхом, Федор почувствовал, как конь вдруг насторожился и начал упрямо тянуть его вправо. Животное остановилось, прислушалось, затем уверенно двинулось в сторону старой рощи. Лесник решил довериться ему. Через несколько минут они вышли к знакомому месту, к берегу реки, где когда-то паслась его мать. Конь замедлил шаг, опустил голову и тихо фыркнул. В воздухе стояла особенная тишина, будто лес помнил все, что здесь произошло. И вдруг из глубины чащи послышался протяжный волчий вой. Один, затем второй, и снова тишина. Федор замер. Он не знал, остался ли кто-то из той стаи в живых, или это были совсем другие волки. Но жеребец не испугался. Он спокойно стоял, словно слушал знакомый голос. Федор понял, даже если стаи больше нет, память о ней жива. Лошадь когда-то спасла волчат, а волки — ее ребенка. В дикой природе нет слов благодарности, но есть поступки. И иногда они сильнее любых законов. С тех пор, проезжая мимо этого места, Федор всегда прислушивался к лесу. И каждый раз ему казалось, что где-то далеко звучит тихий, почти уважительный вой, как напоминание о самой невероятной дружбе, свидетелем которой ему довелось стать.